До создания Ордена Общества Иисуса у церкви не было ничего подобного, нет и теперь, как сказал Тонди. Многие тайны хранит история Ордена Иезуитов, одного из самых одиозных католических орденов. Интриги, шпионаж, убийства, шантаж, политические игры, манипулирование вся и всеми и прочее, и прочее. Рассказ о тайной истории иезуитов следует начать с истории того, кого называли генералом Папы Римского, испанского идальго Дона Игнацио Лопеса де Рикальдо Лойолы, родившегося в 1491 году в богатой семье в замке Лойола в стране Басков в Испании. В молодости он бывал при испанском дворе и, получив приличное по тем временам образование, избрал военную карьеру и поступил на службу к вице-королю Наварры. Он стал блестящим офицером, и, казалось, жизненный путь Идальго предопределен, но судьба распорядилась иначе. 30 лет от роду Дон Игнацио получил тяжелое ранение в жестком сражении во время осады Памплоны 28 марта 1521 года, после чего его перевезли в родовой замок. Благодаря природному здоровью и жажде жизни он вырвался из лап смерти. Но выздоровление шло медленно, и у Лойолы было время поразмышлять о весьма важном, как он считал, вопросе: отчего, несмотря на все усилия инквизиции, католическая вера и власть папы значительно ослабли, а реформация набирает силу. Так, читая книгу «Жизнь Христа», Лойола решил отправиться в Иерусалим нищенствующим паломником. Отправившись от ран, он оставил военную службу и решил полностью посвятить себя религиозному подвижничеству и служению Папе Римскому. В 1523 году Идальго совершил паломничество в Иерусалим, где попробовал свои силы на поприще обращения мусульман в христианство, но потерпел фиаско и, немало раздосованный неудачей, покинул Святую Землю. Вернувшись на родину, де Рикальдо некоторое время изучал богословие в Саламанке, а затем отправился в Париж, где продолжил богословское образование. Там он познакомился и довольно близко сошелся с видными религиозными деятелями Лайонезом и Бовадильей. Мало-помалу вокруг этого человека, обладавшего почти магнетической волей и излучавшего энтузиазм и веру, собралась группа студентов. Это были Пьер Фавр из Савойи, Франциск Савери из Наварры, португалец Симон Родригес и несколько испанцев. Они часто встречались, их волновали дела церкви и различные идейные движения. Студенты беседовали о божественном и часто молились вместе. Две вещи казались им необходимыми и неотложными в сложившейся тогда ситуации: знать Иисуса Христа, подражать Ему и следовать за Ним, и вернуться к подлинной евангельской бедности. Друзья составили план, который намерены были осуществить сразу же по окончании учебы, вместе отправиться в Иерусалим, но если им не удастся этого сделать, пойти в Рим, чтобы предоставить себя в распоряжение папы для всякой миссии среди верных или неверных. 15 августа 1534 года ранним утром 7 сотоварищей взошли на холм Монмартр, возвышающийся над Парижем, и в часовне мучеников принесли личные обеты в исполнение своего плана. Это произошло во время мессы, которую служил Пьер Фавр, принявший сан священника несколькими месяцами ранее. В конце 1536 года сотоварищи, которых теперь уже было 10, отправились из Парижа в Венецию,
Однако из-за войны с турками в Святую Землю суда не отплывали. Тогда друзья решили отправиться в Рим. И в ноябре 1537 года, принятые папой Павлом III, поступили на службу церкви для выполнения любых миссий. Теперь, когда они знали, что их могут разослать по всему миру, перед ними встал вопрос о том, как сделать так, чтобы ничто не могло разрушить их союз. Напрашивалось очевидное решение. Раз Господь собрал их, людей столь различного образа мыслей из разных стран, то лучше было бы для нас быть таким образом объединенными и связанными в единое тело, чтобы никакое физическое разделение, сколь бы велико оно ни было, не могло нас разделить. При участии богословов Лайнеза и Бовадильи и поддержки единомышленников, которые появлялись у отставного офицера, Дон Игнацио Лопес де Рекальдо Лайола разработал проект монашеского ордена Общества Иисуса, позднее получившего название Ордена Иезуитов от латинской формы имени Иисус. Искушенный в военном деле, придворных интригах и богословии, Дон Игнацио считал, что основной целью нового ордена должны стать защита и распространение власти Римско-католической церкви и папы. Вскоре проект устава был окончательно сформулирован и представлен папе Павлу III. 27 сентября 1540 года орден был создан. Папа наделяет его чрезвычайными привилегиями, несмотря на то, что в ту эпоху отношение к монашеским орденам было весьма неоднозначным. На них возлагалась значительная часть ответственности за упадок в церкви. Тем не менее, после долгого размышления папа все-таки принял решение основать новый монашеский орден. На следующий год Игнацио Лойола стал первым генералом ордена. Обратите внимание, именно генералом, как в армии. Из всех католических монашеских орденов лишь у иезуитов главой был генерал. Через 15 лет, 31 июля 1556 года, основатель ордена скончался и уже в 1622 году был канонизирован католической церковью. Что же собой представлял орден иезуитов и какие задачи он ставил перед собой? Основатель ордена считал, что для того, чтобы бороться с реформацией, надо воспитывать особых, избранных людей, которые были бы фанатично преданы католической церкви. Лойола понял, лучший способ воспитать человека в соответствии с определенным идеалом состоит в завоевании его воображения. Он не останавливается на пожеланиях и проповедях. Он требует действия, выбора, целя жизни. Для достижения этого и был необходим умело разработанный комплекс упражнений, идеально соответствующих поставленной цели. И Лойола создает свои духовные упражнения. Работая над собой, каждый иезуит должен проделывать духовные упражнения в течение 40 дней, дважды в своей жизни, при вступлении в общество Иисуса и по окончании обучения. Для поддержания стойкости духа иезуиты ежегодно по 8 дней повторяют эти упражнения. Место для выполнения процедуры – уединенная келья. Посвящаемый должен пробыть в ней в течение всего срока в молчаливом сосредоточении, общаясь только с духовным наставником и исповедуясь ему. Необходимо уйти в себя, живя одними лишь мыслями и воображаемыми образами. Как утверждает исследователь деятельности Лойолы, главная особенность духовных упражнений состоит в том,
что их нужно не прочитать, а пережить. Человек, каковы бы ни были его убеждения с самого начала упражнений, выворачивается наизнанку. Его жизнь переворачивается вверх дном. Он отвергает теперь то, что раньше почитал, отмечает Тонди, бывший в среде иезуитов 16 лет и проживший книгу Лойолы. В такой кузнице кадров действительно выковывались уникальные личности. Если посмотреть на историю возникновения ордена, то появляются вопросы, почему папа сразу же дал новому ордену чрезвычайные привилегии и почему во главе монахов поставили генерала. За какие выдающиеся заслуги всего через 16 лет после кончины Лойолу причислили к лику святых? Ведь любая церковь обычно подходит к вынесению подобных решений достаточно взвешенно и осторожно. Здесь кроется одна из главных тайн общества Иисуса. Дело в том, что, разработав проект нового монашеского ордена, Лойола предложил папе создать католическую политическую разведку. Да к тому же в виде полувоенной организации с жесткой дисциплиной. Лойола был убежден, что инквизиторы не могли эффективно выполнять разведывательные и контрразведывательные функции. Они были просто грубыми мясниками, а их шпионы и доносчики не умели корректировать в нужном направлении ход политических процессов. Наверняка немалое влияние на основателя ордена оказала поездка на восток, где была сильна секта исмаилитов, которых позднее многие авторы недаром называли мусульманскими иезуитами. Встав во главе ордена, монах-генерал начал создавать армию шпионов и лазутчиков, исповедовавших вовсе не христианское милосердие. Их девизом стали слова «Цель оправдывает средства». Это полностью развязывало иезуитам руки, особенно в отношении язычников и еретиков, коими являлись для Лойолы и христиане-некатолики, например, православные христиане. В течение оставшихся 15 лет своей жизни Игнацио руководит обществом. Он поддерживает впечатляющую переписку – 6800 писем и составляет конституцию нового института. Ко дню его смерти она практически завершена. Первая конгрегация, которая изберет его преемника, внесет в этот труд последние штрихи и официально его утвердит. Члены общества, число которых стремительно растет, отправляются по всему миру. В христианскую Европу, взбудораженную разными движениями реформации, а также в земли, открытые испанцами и португальцами. Франциск Савелий едет в Индию, потом в Японию и умирает у границ Китая. На брегах Бразилии, прочие в Конго и Мавритании служат церкви. 4 члена общества участвуют в Тридентском соборе, который занимается реформой католической церкви. Первое столетие существования общества отмечено замечательным развитием, в частности в области науки. Коллегии множатся. Это тяжелая ноша для ордена, но они вносят свой вклад в численный рост общества и его общественное влияние. В 1565 году орден насчитывал 2000 членов, а в 1615, когда умер пятый генерал ордена, 13112. Успехи общества Иисуса на протяжении первого века его существования возбудили соперничество, зависть и интриги других религиозных обществ. Во многих случаях борьба была столь ожесточенной,
что орден едва не прекратил свое существование. В эпоху, обуреваемую рождением самых противоречивых идей, таких как янсенизм, квиетизм, просвещение, иезуиты принимали участие во всех спорах. При этом продолжалась миссионерская деятельность ордена. Иезуиты появились во Флориде, в Мексике, Перу, на Мадагаскаре, Филиппинах, в Тибете. В Азии они добились больших успехов. В 1614 году более миллиона японцев стали христианами. В Китае иезуиты получили от императора право на миссионерство благодаря своим знаниям в области астрономии, математики и других наук. После смерти Лойолы его последователь Иаков Лайонес несколько реорганизовал орден в соответствии с замыслами и заветами своего учителя. Вот как выглядела после этого структура общества с точки зрения современных спецслужб. Будучи военной организацией, орден делился на разряды. Первые составляли испытуемые. В течение 2 лет они проходили суровую школу орденской дисциплины, не допускавшую даже мысленных сомнений и малейших колебаний при выполнении приказа вышестоящего иезуитского начальника. И неважно, шла ли речь о доставке тайного послания или убийстве неугодного человека. Ко второму, более высокому в иезуитской иерархии разряду относились схоластики. В течение 5 лет они изучали общие науки и богословие. Причем далеко не все испытуемые, а лишь особо доверенные и способные становились схоластиками и получали весьма основательное по тем временам образование. Во время обучения они должны были таиться друг от друга и заниматься доносительством. Кроме того, их обучали конспиративной работе, а также давали практические знания, необходимые для того, чтобы стать ловцами душ, то есть вербовщиками агентуры. Третий разряд составляли коадьюторы, которые принимали монашеские обеты и вели соответствующий образ жизни. Испытуемые же из схоластики, хотя и являлись членами ордена, могли, ничем не выделяясь, свободно жить в миру. Именно из таких законспирированных иезуитов состояла обширнейшая шпионская сеть общества Иисуса. В свою очередь коадьюторы тоже делились на 2 разряда. Одни становились духовными коадьюторами, принимали духовный сан и занимались воспитанием юношества, миссионерством и проповедничеством. Ну а по линии тайной деятельности в их обязанности входил негласный поиск подходящих кандидатов для привлечения в ряды членов ордена, а также выведывание всевозможных тайн и распространение нужных иезуитам сведений и слухов. Иногда коадьюторов использовали и для выполнения важных заданий, хотя чаще для этого привлекались схоластики. Например, известный французский шпион-авантюрист шевалье Эон де Бамон был тайным иезуитом и имел степень схоластика. Переодетый женщиной, он в переплете книги Монтескье «Дух законов» доставлял секретные послания французского короля Людовика XV российской императрице Елизавете Петровне. В корсете этой так называемой дамы были зашиты полномочия на ведение переговоров, а в подошве башмака спрятан ключ от шифрованной переписки. Позднее, будучи секретарем французского посла в Лондоне, де Бамон ухитрился незаметно стащить портфель заместителя английского министра иностранных дел Вуда, пока того угощали ужином. Ловкий иезуит успел скопировать лежавшие в портфеле важные документы и также незаметно вернуть портфель дипломату. Естественно, что обо всем он подробно информировал своих начальников по ордену. Вообще, вербовке, агентуры и подготовке собственных лазутчиков в обществе Иисуса уделяли большое внимание.
Недаром уже пятый по счету генерал ордена Клавдий Аквавива сам составил для них учебную программу и всячески способствовал открытию новых иезуитских учебных заведений, где можно было бы тайно обучать преданных людей. Кроме духовных, существовали еще и светские коадьюторы, работавшие экономами, поварами, правителями и тому подобное. На первый взгляд кажется странным, что люди, получившие практически университетское образование, столь редкое в Европе в то время, потом шли в услужение. Однако эта странность объясняется просто, ведь в руках этих экономов и управляющих со временем оказывались огромные средства, а от поваров и иезуитов зависела жизнь политических деятелей. Так что общество Иисуса могло распоряжаться и тем, и другим. Самую высшую степень посвящения в ордене представляли так называемые профессы, принимавшие кроме трех обычных монашеских обетов еще и четвертый – обет безусловного повиновения папе, вернее генералу ордена. Профессы, как правило, назначались миссионерами в какую-то страну, то есть были, по сути, профессиональными разведчиками-резидентами, руководившими всей агентурной сетью в этой стране, а то и в целом регионе. В странах еретиков, таких как, например, Россия, профессы становились духовниками при дворах влиятельных князей, где вербовали сторонников, то есть, если выражаться языком современных спецслужб, приобретали агентуру влияния. Глава профессора выбирался из своей среды генералом ордена, а он, в свою очередь, назначал остальных профессоров на должности и руководил деятельностью всего ордена. Обратите внимание, главу общества Иисуса назначал не Папа Римский. Иезуиты сами выдвигали его из своей среды и отчитывались только перед ним. Объяснялось это тем, что в разведке, а именно этим прежде всего занимался орден, к профессиональным секретам стараются не допускать никого. К 1616 году орден насчитывал уже более 18 тысяч членов. По тем временам это огромная армия и сумел опутать агентурной сетью многие страны. Иезуиты активно действовали в Испании, Италии, Португалии, католической Германии, Баварии, проникли в Вест-Индию, Японию, Китай, Бразилию и Парагвай. Список преступлений, совершенных иезуитами и их шпионами, занял бы не один том. Например, во Франции они всячески разжигали войну между католиками и гугенотами, действуя под покровительством герцогов Гизов. Считается, что именно иезуиты организовали покушение на короля Генриха IV, после чего их первый раз изгнали из Франции. Но в 1603 году орден сумел вернуться, чему немало способствовали приобретенные ранее агенты влияния. В Германии стараниями иезуитов не прекращалась 30-летняя война, разорившая страну и унесшая множество жизней. Однако утопить реформацию в крови им так и не удалось. Изощренные интриги, шпионаж, отравление, убийства, шантаж, подкупы и прочие весьма неблаговидные дела иезуитов в конце концов вызвали возмущение во многих странах. В 1759 году орден изгнали из фанатично верующей католической Португалии. В 1764 вторично из Франции, а в 1767 иезуитов буквально вышвырнули из цитадели католицизма Испании. Наконец, оппозиция обществу Иисуса дворов великих католических монархов Европы вынудила папу Климента XIV 21 июня
1773 года упразднить орден. Его ликвидировали повсеместно. Последний генерал ордена был заключен в римскую тюрьму, в которой и умер через 2 года. Закрылись коллегии, миссии, были остановлены разнообразные начинания, и иезуиты присоединены к приходскому клиру. Но именно этот удар и явился исходным пунктом для новых побед иезуитов. С помощью 358 изгнанных из России отцов орден смог возобновить свою деятельность в Италии, Англии и Америке. Вскоре и Португалия позволила ордену действовать на ее территории, затем Бельгия, Голландия. Даже в старых протестантских странах иезуиты снова начали вести свою работу среди населения. С этого времени на протяжении практически всего XIX века орден иезуитов оказывал огромное влияние на жизнь католической церкви, особенно на богословие, что в конечном счете способствовало укреплению неограниченной власти папы в католическом мире, возведенное в догмат учение о примате папы и папской непогрешимости. В XX веке иезуиты продолжили свою деятельность, активно вмешивались не только в церковные, но и в мирские дела во всем мире. Сегодня число иезуитов составляет 19 573 человека. Это данные на 2006 год. Из них 13 736 священники. Около 8,5 тысяч иезуитов живут в США, а всего они ведут работу в 122 странах мира, служат в 1536 приходах. Этот самый большой орден католической церкви разрешает своим членам вести светский образ жизни. Их работа сосредоточена главным образом на образовании и интеллектуальном развитии, прежде всего в колледжах и университетах. Итак, детище Игнацио Лойолы оказалось надиво жизнеспособным. Орден иезуитов пережил расцвет и гонения, и до сегодняшнего дня играет активную роль в религиозной и общественной жизни многих стран. Сегодня мы познакомились с одним из монашеских орденов – иезуитами.